Добрый день. По условию задачи нашей функции в качестве параметра передается список с числами. В этом списке либо одно число нечетное, все остальные четные, либо наоборот, одно число четное, все остальные нечетные. И нам нужно вывести вот это одно уникальное число. Давайте вначале создадим список с нечетными числами, назовем его от, и получим его следующим образом. Создам лист comprehensions, идем в цикл for и перебираем элементы нашего списка integers. Соответственно, на каждой итерации переменная I принимает значение какого-либо числа. Мы проверяем, что это, если это число нечетное, то есть I остаток отделения на 2 не равно нулю, то есть проверка на нечетность, мы его добавляем в наш список нечетных чисел. И далее делаем почти все то же самое, только для списка четных чисел. Называем его even. И здесь мы, соответственно, проверяем на четность. И далее нам нужно только проверить. То есть получается по условию у нас либо список с нечетными числами содержит только один элемент, либо список с четными числами содержит только один элемент. Соответственно, мы сейчас должны определить, какой из этих списков содержит один элемент и его вывести. Конкретно этот элемент. То есть мы проверяем. Если у нас, допустим, длина списка с нечетными числами больше длины с четными, соответственно, мы должны вывести элемент из списка с четными числами, потому что он там один по условию. Поэтому пишем even и обращаемся к этому единственному элементу. В противном случае у нас получается, что мы должны вывести единственный элемент из списка с нечетными числами. Но он там один, с нечетного числа получается. И, соответственно, с индексом также 0. Давайте проверим. Задача решена. Не забудьте, пожалуйста, подписаться и поставить лайк. До свидания.